Ой, 21 тысяча, вот я не нужно заходить было в этот корт. А как так? А вот так. Сколько стоит платье Пэрис Хилтон? Сейчас мы Ну-ка, это было бы круто. Героиня бренда, Вика, кто это? Кто она? Как вы ее можете описать? Шикардос, сколько Да. стоит? Ну ты бы такой надел? Я бы такое надел, но я бы такое не купил. Вот так. Но здесь это магазин исключительно для остромодников. Так. Это платье. Нет, это не платье, это Это платье. корсет. В Москве Платье это последний платье. шанс? Друзья, всем привет! Я решила открыть новую рубрику на своем канале. Она будет из себя представлять некий гид, карту по модным точкам Москвы. Много путешествий, встречаюсь со всеми дизайнерами во всем мире. Я решила, почему я не рассказываю про русских дизайнеров, про русских ребят, которые делают концептуальные магазины, которые делают творческие проекты, которым не безразлично, что происходит у нас в стране. Поэтому я решила позвать своего друга, стилиста Гошу Тарцева, который будет со мной ходить по этим модным местам. И мы сделаем вам самый подробнейший разбор этих мест. Мы вам покажем все самое интересное в секции. Первое место на сегодня. Ну, собственно говоря, вот этот парень у бара. Это Гоша! Привет, дорогой! Да, Гоша, огромное тебе спасибо, что ты согласился на этот эксперимент. Мне кажется, в тандеме с Гошей мы сможем все прокомментировать. И покорить мир. Да, и покорить мир. И начнем, наверное, с того, что, Гоша, я хотела тебя спросить, насколько Гоша знает, что я буду задавать ему этот вопрос. Носишь ли ты русских дизайнеров? Это первый вопрос. А второй, одеваешься ты в Москве или нет? Я ношу российских дизайнеров, и я одеваюсь в Москве. Но это не только в Москве, но не вижу в этом никакой проблемы, потому что Москва, и Петербург, и Екатеринбург, и Новосибирск, это и Казань, и прекрасные места, где можно совершить шопинг. И вам всем советую. Да, но сейчас я очень сильно вдохновляюсь, потому что сейчас в России есть множество дизайнеров, молодых разных ребят, которые в абсолютно разных направлениях делают очень классные вещи. В секции мы на самом деле пробежались немножко глазком, посмотрели где что как. Представлены мои любимые, какие-то новые дизайнеры. Нелюбимые, да. Давайте, пока мы ждем Илью, который нам тоже немножко расскажет про свое новое место, пройдемся и посмотрим, что классное, что нет. Классный в ретро-эстетике бренд Кет «Два мяча», который супер доступен. И мне кажется, что здорово, что появляется альтернатива таким крупным маркам, как Converse, и стоят они даже дешевле. Да, они на самом деле доступны. У меня есть одна пара «Два мяча», это такая ностальгия по 80-м. Если ты помнишь. Я нет. Надеюсь, ты тоже не помнишь. Очень прикольно. И очень дешево. 3600. Я не знаю, ставите вы это или нет, но 3600 за кеды, друзья. Ну, как бы в масс-маркете они стоят дороже. А здесь вы покупаете, вы, во-первых, поддерживаете российского производителя. Вы в ретро-эстетике, что, в принципе, модно, подходит куда все. Посмотрите, вот эти, например, базовые, да, ширины кроссовки. И мальчикам и девочкам. И мальчикам и девочкам. Ну, высокие, низкие, черные, белые, какие хотите. Поэтому, очень в принципе... прикольно. А знаешь ли ты этих ребят из Санкт-Петербурга? Да, Разгуляю Благонравова. Да, что ты мне можешь сказать? Но вот я, к сожалению, не могу сказать, что я фанат вот именно этих тапок. У меня есть при этом обувь. У меня есть и обувь. Представляешь, у меня есть просто леопардовые. Скромными. С липера. Да, я брала, как и насвистала их тоже. Да, но вот это домашняя обувь. Ну, я не знаю, мне кажется, это очень... Ну, это их базовая обувь, то есть Где была марка, тоже очень классная московская, Гранжон Оркестра. Вот она здесь. Я ни разу не слышала. Правда, у них магазин даже на Садовом кольце, они делают такую очень брутальную мужскую одежду. И их специализация, она креативная верхняя одежда в том числе, существует довольно давно. Я думаю, что уже скоро будет лет 10. И в целом они делают очень крутой и трикотаж, потому что обращают внимание на детали, видишь, все очень хорошо обработано, и это стоит не так дорого, 12 тысяч рублей, то есть это не дешево. Но
видишь, такие, они показы раньше делали на московской неделе. Почему такое название Гранджо? Ну, вот, к сожалению, тут еще, видишь, Explosion. Я не могу тебе сказать. Пойдем дальше. Вот еще, знаешь, что я, на что я хотел обратить внимание? На кожу. Потому что в России научились делать классные сумки. И я рад, в принципе, этому, потому что кожаная сумка за 10 тысяч рублей. Мне нравится тебе? Все. А это коллаба. Это коллаба, это их выглядит секция вообще. Где мы находимся? Мне кажется, в принципе, посмотри, за 10 тысяч рублей кожаная сумка. Для девочек как сувенир подарок. Ну ладно, но тебе тапки все-таки нравятся. Здесь есть еще Изабель Маран мужская линейка, чему я очень рад, потому что, если честно, ты удивлена, я смотрю. Если честно, она здесь очень круто представлена, написано только в 2 местах. Просто женскую очень люблю. Так, а мужской тоже выглядит классно. Очень классно. Мне кажется, вот представь, тут собрался. И потрогаешь все какого качества. Это все? Да, это все Изабель Маран. Это приятно. Офигеть. Ой, а Мурику бы очень понравилось. Обратите внимание, что здесь есть российский бренд косметики Сергей Наумов. Вот я только хотела сказать. Сереженька Наумов, мой любимый, дорогой, замечательный, талантливый производитель косметики в России, я думаю, это не так просто. И Сережа делает я знаю точно невозможное возможно. Это лозунг, мне кажется, Сережи, потому что у меня есть все практически из этой линейки. Бальзамы для губ просто гениальные. Очень крутая тушь. Я вот недавно рассказывала тоже в интервью. Мне кажется, это очень круто. Мне еще очень нравится упаковка. Я за дизайн отдельно хочу сказать. И как он представлен вообще в универмагах, это здорово, молодец. И мне кажется, что появляются российские марки косметики, это реально круто. Так, смотри, здесь еще есть классный бренд кроссовок Joshua Sanders, который я очень люблю и даже клиентам советую. Они просто удобные, легкие и модные. У тебя есть такие? У меня нет, но есть у всех. Мой тезка делал прекрасное украшение, вот это, например, это его. Это тоже Рушев. Да, это все Рушев. Еще на самом деле вот это вот я не знаю, кто это, я увидел на витрине, это прикольно, очень выглядит, это для очков. Да ладно. Да, мне кажется, вот внизу это на классно. витрине было, да. И прикольная идея, это сделано из жемчуга. Слушай, я тебе больше что расскажу. Я очень люблю молодых дизайнеров, и с Рушевым я даже делала небольшую коллаборацию. Да, что он такой делал? классный. Мы делали поездку в Иорданию, и он мне для Иордании сделал платки. О, прикольно. В стилистике Follow Me To, там 2 руки нарисовали, там было прям вообще очень красиво. Так, мы сейчас, пока камеры были не включены, немножко узнали, что здесь вообще помещение было очень совершенно другим, и как оно выстраивалось, Так и как это есть. все начиналось. Да, расскажу, пожалуйста. Мы использовали известный вообще в мировой практике способ под названием шатрификация. Процесс, который возник в 60-е годы Нью-Йорка, когда различные индустриальные помещения приспосабливались там вот студии, самые известные Factory у Энди Уорхола и так далее. Соответственно, здесь была примерно такая же история, и здесь были склады, большое их количество, и когда мы искали хоть какое-то место, куда можно в нашем большом универсальном магазине вообще приткнуться, на него изначально особого внимания никто не обращал. А я тогда как раз только закончил, как раз таки вместе с Марусей, которая занимается, собственно, байнгом в секции, и духовный лидер ее. Мы закончили магистратуру в Лондоне по специализации именно фэшн-маркетинг, как раз вот были на вот этой вот волне энтузиазма. Помимо этого начали тесно общаться с ребятами, которые именно в Москве так или иначе как-то занимаются именно сами фэшном. И произошло это даже таким образом, что у меня там была тема, что я в Лондоне рассказывал про специфику российского рынка, именно концепт, рассказывал, конечно, про наших установок, типа G20, там, форум, про интервью. И мы подумали, что было бы классно сделать вот именно поп-ап проект, посвященным вот российским дизайнерам, буквально на первой линии. И действительно это был очень большой прецедент, потому что, в принципе, российская мода, она, конечно, уже существовала, там мы знаем все состоявшиеся имена, но она не образовывала вот какой-то определенной волны. Нам очень хотелось постараться собрать вместе именно разносторонних взгляд на российскую моду. То есть это был еще и такой немножко исследовательский проект. Вот есть несколько телогреек от бренда Husky.
даже телеканалом «Дважды два». Мне кажется, это очень здорово, когда мы берем то, что есть только у нас, и пытаемся из этого сделать что-то модное. И мне кажется, что, в принципе, ты как героиня, ну, как бы, стрит-стайла мирового могла бы представлять нашу страну в чем-то очень простом и кажется, как будто бы давно забытым, но на самом деле... Это же очень удачное исполнение идеи, что когда ты не просто берешь классную идею национальную и, знаешь, впихиваешь. Да, с помой. Ну-ка, расскажи. Который все любит звезды шоу-бизнеса российского, не только, например, певица Лобода часто выступает в этом. И здесь мы видим самую яркую часть его коллекции. И на самом деле это здорово, потому что если у вас выпускной, Новый год, то мы можем, вот, правда, зачем поймать, если есть бренд. Ты говорил, что есть и не только... Да, есть какие-то более понятные вещи, но я как стилист могу сказать, что это очень здорово выглядит на сцене, на фотосессиях, на каких-то очень праздничных, безусловно, мероприятиях, и для такого тяжелого материала и такого нарядного это очень достойная цена, поэтому я рад. Мне нравится, что ребята пробуют, экспериментируют. Есть абсолютно разные, там есть хорошие вещи, есть плохие, как и везде, понимаете? Но мне кажется, что если вы хотите что-то необычное, и при этом в среднем сегменте такие магазины, как Секс, они, правда, очень сильно выручают. И много марок, которые сейчас, правда, мало где представлены, такие как Opening Ceremony, такие как Изабелла Маран мужской, ну и так далее. Поэтому стоит, вот, ну, как бы, когда вы как бы креативный, молодой, и использовать, или у вас именно такая задача, использовать такие места, и они, правда, хорошо, что есть. Слушай, у меня еще есть капсулы. Какие? Ну, идем дальше. Идем дальше? Да, идем пешком. Нет, пешком, конечно. Пойдем, это же карта, гид. Да, идем дальше. Я накидываемся. Любимого отдела, потому что я коллекционирую глянец. Я не знаю, ты в офисе видела меня или нет. Я коллекционирую глянец. Здесь я очень радуюсь, когда появляются классные журналы, которые я могу здесь купить. Ой, правда? И это одна из важных частей вообще, как мне кажется, концепт-стора любого. И в данном случае чем для меня ценен КМ в том числе. Эрон Престон. Тоже важная очень часть, потому что его и Ольга привозила сама сюда, и вечеринку ему делала. Да, это я помню, и было это очень очень мероприятие. здорово. Да. Тут есть Palm Angel, кстати, они не так давно здесь появились, раньше их не было. И, конечно же, кроссовочки, но которым, я думаю, ты равнодушна, а я... Нет, ну почему? Да? Очень так, вот моя история. Я шучу, я шучу. А что ты шутишь? Все, в каждой шутке есть доля правды, как бы, понимаешь? Ну, вот ты иногда я смеешься. люблю блестященькое, ну что, Гош. А это, между прочим, коллаборация с J.W. Андерсон, это креативный директор Леева, сделал вместе с Converse, стоит 11 тысяч рублей всего лишь. Еще важный момент, потому что многие боятся концепт-сторов, потому что думают, что здесь очень дорого. И я тоже, я также отношусь. Да? Ты думаешь, что здесь дорого? Да, мне думаю, кажется, что это что семейный магазин. Я думаю, что здесь можно купить какие-то вещи, например, здесь очень много доступных кроссовок. Не, ну то, что ты мне сказала, что за 11 тысяч можно купить то что-то же самое модненькое. от креативного директора бренда, реально люксового, и это здорово. Давай посмотрим, вот Кар, есть бренд Кар, стоит футболка 7200, а еще можно сейла дождаться. Тоже не так уж и плохо. Ну, потому что здесь просто доступнее марки, чем на втором этаже. Да. Вот есть и Cold Wall, например, классный бренд, прикольный, типа, дети носят его. Дети. Ну, я так Вот называю. мальчики, запоминайте, 424. Да. Чтобы Короче, Гоша. уличная мода вот здесь представлена очень хорошо. Давай ты мне скажешь твою самую классную здесь вещь. Здесь покупку? Да, вот она, я нашел скажу уже. свою. Ну, Вот пожалуйста, она, ну, посмотри. Гош, я серьезно. Хорошо. Мы смотрим и потом выбираем, какие Да. бренды представлены. White Project прекраснейший. Вот это их знаковые ковры, кстати, они показывали. Ну, это круто. Ну, хорошо. Нет? Креативно, Моя ну, дагестанская тема, ты что? Ну, Гош. Это последние уже остатки времен кого? Рафа Симмонса, Рафа прекрасного Симмонса. дизайнера. Вот почему никто не покупает эти вещи? Если заходишь каждый раз, думаешь, почему это никто не берет? Вот эта вот коллекция, про то, как напали акулы, тут оторван кусок, красиво присвоенная юбка, сейчас еще сейл, наверное. Тут всегда охотиться нужно за вещами, но... Нет, они, но в этом-то и правда, фишка, что в таких магазинах подбирают. Вот это красиво очень юбка. С чем бы ты ее надел? С простым чем-то очень. Может быть, с Типа рубашкой майкой, белой. рубашкой? Или я бы, может быть, еще с каким-нибудь... Да, с майкой было бы круто. Пиджак?
Пиджак нет, мне кажется, слишком избитым. Вот тоже потрясающе, Вот видите? это классно, да. Но здесь это магазин исключительно для остромодников. То есть Ну вот прям этот вот особенный. ярких, да, Ты каких-то. здесь все вещи заявления ты покупаешь для того, чтобы просто заявить о себе, выйти на улицу, чтобы на тебя обернулись, чтобы тебя сфотографировали для стрит-стайла. И при этом здесь есть классные очень бренды, типа Нина Ричи. Нина Ричи Да, очень классная. очень- Вот это мой очень любимый цвет хороший. этого сезона. Я не знаю, что это. Ну, не знаю, тоже такой бренд. Бачила. Это какой-то Это российский, русский? может быть, да? А это было бы круто. Да, возможно. Но там внизу уже мы увидели российских два бренда. А вот какой-то BDSM, кстати. Алекс. Да, скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь про Жакмю, который сейчас просто гремит на весь мир, вообще все очень любят. 10 миллионов долларов оборота для молодого дизайнера – это прекрасный показатель. Я недавно прочитал. Сейчас нужно быть с ним очень аккуратным, потому что все это скупают. Все. Сумка восторг. Сумка маленький восторг. У меня даже маленькая Ты сумка. видела, когда он в поле сейчас сделал Да, последний очень показ? красивый Ну, показ. очень 10 лет круто. бренду. Я люблю бренд Изи, я люблю американский такой дизайн, я люблю то, что делает Kanye. У меня точно такие же мужские есть, ну, Круто. сапоги. Культовая вот штучка от Paco Rabanne. Сколько стоит платье Пэрис Хилтон? Сейчас мы узнаем. Ну-ка, я вижу тебя в этом. Я себя тоже в этом вижу. Я себя в этом... Ну, в Off-White нужно понимать, что покупать. Например, в Off-White на мне, на высоких парнях, очень круто сидят джинсы. Иногда бывают вот такие очень классные позиции. Сейчас это все на сейле, кстати, 50%. Сколько стоит? Ой, 21 000. Вот я не нужно заходить было в этот хорд. Ну вот ради каких-то таких позиций можно посмотреть Off-White. То есть То есть здесь не нужно просто iconic? уметь в нем варьироваться. В Off-White самом. Мне очень нравится вообще Virgil то, что делает. И мне нравится его Ирония Louis Vuitton. вот Мне эта, нравится да, вот ты эта вот штучка, что здесь есть заклепочка. Ну это же классно, это круто. Зачем покупать какие-то дорогие сумки, когда можно купить дорогую, но с иронией. В смысле, Дрис Ван Нотен, прекрасный дизайнер, один из гениальнейших. Вообще, это супер Да? круто, но это исключительно для модников. Ну ты бы такой надел? Я бы такое надел, но я бы такое не купил. Ну вот, кстати, Алекс один из моих любимых брендов. И сейчас Dior мужской с ним делает коллаборации. Мне очень нравится. Кто они делает делают. коллаборацию? Все сумки, седла, которые сейчас делают мужские Dior со всякими Да. застежками, делаются в коллаборации с этим брендом. Алекс. Я не знала. Это Так, Алекс, в костюм общем, или что я это? выбрала, да, Алекс костюм. Красивый очень. Чуть-чуть немного спортивный, да? Красивый. И вот такой вот пиджак сверху. Мне нравится. Мне не нравится вместе, мне нравится по отдельности. Круто, круто. Мне кажется, он красивый. прикольный, да? Молодец? Да, ты молодец. Так, а ты что? А я выбрал от Алекса тоже, я взял сумку, потому что Вот, мне мы не нравится. сговаривались. Мне нравится сумка, мне нравятся вот эти знаковые застежки, и человек, который делает такие же застежки для Dior, делает этот же человек. И сумки стоят его дешевле. Мне нравится просто питон, я люблю этот сырок, хотя он уже не модный, но все равно это красиво, и это, соответственно, искусственный питон, никто не пострадал при изготовлении. И еще мне нравится вот этот бренд британский Ашиш, он супер самоиронией, и здесь написано «Пришли свои обнаженные снимки» на английском языке. Так, мы едем дальше, пока Гоша тут не Подожди, я разнес хочу весь купить. магазин. А то мы скупим сейчас все. Едем дальше. А куда едем-то? Ну, сейчас узнаешь. Вика, привет, дорогая. Знакомься с нашей командой. Гоша, Вика. Ну, вы знаете, я уверена, друг друга. Привет, привет. Мы пришли снять... Ну да, мы начнем. У нас такой лайв, мы в очень свободном формате. Вика, это у вас будут новые вязаные вещи, ты так отсматриваешь? Ну вот это, насколько я понимаю, да? Давай сразу же ее и посмотрим. Ну вот всякие трикотажные штучки. Очень много Ой, вязаных вот это изделий. очень классно. И поэтому они настолько у нас популярны, как-то удачно идет трикотаж, он у нас очень такой не похожий на другое, что вот сейчас покажу. Вот эти кофты, что-то вручную вяжется, и поэтому вот эти кофты, да. Поэтому у нас сейчас удар, да, ну, так как коллекцию мы делаем следующую весна-лето 2020 год, ниточка хлопковая, Тоньше, да? А вот это уже здесь, ну это прям уже супер эксклюзив. Подожди, да? Это весна, уже ну, лето? кофта уже связана, там лежит. У тебя не было раньше, да, столько вязаных вещей? То Вот есть у нас это сейчас так и как получилось, новый, да. и делать это Ну, очень... это красиво. Изучаем журналы какие-то старые бурдомод. Вообще какая-то советская вязка мне очень нравится. Да. Может быть, больше для зимы. Поэтому на будущее. То есть перелопачиваем большой материал, Рисунок. потом утверждаем. Простое дело, как определиться? Ну так, по наитию. Вот она.
Красиво тоже очень все. Ну, надо, чтобы это выглядело модно. при Да, человеке. да, да, Поэтому да, каждой нитке свой силуэт кофты, своя вязка, и что-то не идет, там, прокроем. Вик, а производство у вас большая часть здесь находится? То есть вот где мы сейчас и находимся, правильно? В этом У нас месте? творческая студия. Здесь Творческая мы студия. разрабатываем, Да. первый образец. Мгм. Вот. И вот они, вязочки на всяких сайтах. А то есть как, да, Вот эта рисунок, вязка да? как раз вот воплотилась в реальность из нитки, кстати, из переработанного хлопка и полиэстера. То есть это уже полностью суstainable нитка. Тоже немаловажно. Вот это, да? Узор. Смотри. И она очень приятная. Да. Могу даже на себе уже кофту вам показать. Давай, очень классно, мне кажется. Мне очень нравится, вообще все нравится. Она похожа, как вот скорлупа яичная. У нее и цвет такой, и фактура. Это вот полностью sustainable свитер. Мгм. Очень. Вообще прям круто. Хочется вот это посмотреть очень. Вот Если вы часть, да? покажете, Уже сейчас это то, что сейчас Это поступает в уже, магазин. да, на онлайн, на Matches, на Browns Fashion. В Сумме, кстати, продается. Да, ну, друзья, подождите, Вик, можно я похвастаюсь, что вот это платье, в которое я безумно влюбилась, уже у меня висит в гардеробе. О, как топ. А вот так. По блату отшили раньше. А вот Выбирали рисунки, да, они- смотрели? Да, какие-то забраковали. Прикольно, да? Это вот, грубо говоря, для того, чтобы определиться с таким свитером, мы сделали очень много вариантов. То есть вот так вот, да? Это вот финал, да? Выбирали всяких. Да, тут не на нитку смотрите, а на графику. Да, кажется, как оленя. вот этот И вот, вот да? такой был. Ага. Вика, насколько сложно по привязке вообще выбор материалов, которые экологично искать? Потому что вот мне сырье само, насколько сейчас это сложный вопрос, потому что это вроде бы актуальная тема, но... Ну, это я бы сейчас конкретно вам не ответила на вопрос, только потому что это мой будущий проект, и я думаю, что мы сделали для этого специально. Да. И открывать небольшие тайны не будем, я вам рассказала, что это уже идет процесс. А если подробно говорить об этом, то... Да, в следующей отдельно, серии. да, В когда это следующей все. серии, да, Расскажи, должно а быть оно что, то есть это смешано, да, Ну, или это как раз- наши стандартные как бы шубы, мы создаем их с самого первого сезона, когда мы только начали. Они сделаны из мохера или альпаки, и произведены они тоже таким образом, что животное не страдает, шерсть с него не сдирается, оно остается, это альпаки и ламы, живущие в Перу в основном, еще есть мохеровые козы, которые живут в Африке. У нас тоже у фабрик, которые продают нам материал, есть сертификат о том, что животное не страдает, его не по-английски шейвинг. Да, не- да, да, не жутко сдирают, да. бреют, Мгм. а как бы стригут, оно такое животное остается лысеньким, ну как вот собаку стригут, точно так, если нас коротко постричь, но не сдирать с нас. Как тебе? Мне нравится то, что происходит сейчас здесь, что с одной стороны я вижу восторг от любви к своему делу, а с другой стороны я вижу восторг от того, что делает человек. И здесь реально, мы обсудили уже, что это невероятная атмосфера, и ты в это во все погружаешься. Героиня бренда, Вика, кто это? Кто она? Как вы ее можете описать? Мне часто задают этот вопрос, Да. я не мастер говорить в данном случае, но думаю, это тот, кто пробовал английским выражением stand out of the crowd, тот человек, который хочет выделяться из толпы, который как бы в теме трендов, но все равно имеет свой собственный взгляд на все, свою точку зрения, интересную, не похожую на других. И с помощью нашей одежды он даже без слов заявляет о том, что человек оригинальный, уникальный и особенный. Возраст. Вика Газинская, вот мы вышли из Вики Газинской, обсуждаем Вику. Что ты думаешь вообще? Какие у тебя ощущения? Ты как ребенок, знаешь, как ты выглядишь? Я тебе скажу, ты была у Вики Газинской, как распаковывает подарки ребенок на Новый год, на Рождество. Во-первых, я Вику ношу. Реально, то есть это тот бренд, Звучит. с которым я давно знакома. Вика меня очень много раз спасала на стрит-стайлах за границей. Ее реально узнают, ну то есть когда я в ней. И я получаю внутреннее, не только эстетическое, а внутренний вот это какой-то вау-импульс, когда я в ней. И очень приятно, что хрупкая девочка ведет бизнес Да. на своих плечах. Я посмотрел, когда масштабы, сколько там и цехов увидел, сколько там ты людей. заглянул? Да, ну там я увидел человек 15-20.
Да, и масштабы, что и происходит, как она этим... Но эта история тоже про управление, когда вот, поэтому она и требовательная, понимаешь, поэтому она и жесткая, Да. и поэтому иначе бы у нее не получилось. Но мы ее, ничего. слава богу, такой не увидели. Я очень рад, что... Я надеюсь, что это не просто мы попали в такое настроение, что Вика сейчас такая. Супер. Меня такая Вика привлекает. Как бренд. Как бы, все, пойдем. Enter. Где Enter? Enter. А как искать? Да. В общем, как вы видите, мы в ЦУМе. Да. В принципе, это был универмаг довольно скучный. И сюда ходили старперы. Классический, да, ничем Ничего не интересного, не да, модный. К моде не примечательный. имел никакого Да, отношения. Да. И по итогу появился корнер НАТО ЦУМ, и ЦУМ начал играть новыми красками. Да, Наташа Голденберг сделала свой уголочек, в котором сделала очень свою интересную подборку. Такое место, в котором можно найти что-то очень вкусное и интересное. Давай просто зайдем и покажем, что в ЦУМе в принципе Пойдем. продается. Да. И нас встречает кто? Правильно, Терехов. Терехов, пожалуйста. Пожалуйста, вам Терехов, проходите. Как Толя. ты относишься к таким нарядам? Я нормально, это уместность, главное уместность. Как, я так на тебя люблю Терехова вот этого. Ты так помнишь, тогда, да, в конечно, на Каннах? гламуре, и ты еще Да. как он выглядел. Тебе очень это идет. Есть один бренд, который раскрутили в том числе блогеры, всемирно известные, да? Я уже боюсь, ну Да что подожди ты. Который сейчас очень сильно это? раскрутился. Зиммерман. Ну что ж ты все раскрыл? Давай, я сделаю вид, что я не знаю, кто это. Ну я очень его люблю. Мне кажется, он Хорошо, очень Маня, женственным, да, очень красивым, хорошо сидит. классным, прогрессивным. А я еще тебя хотел обратить внимание, что здесь помимо Зиммерман есть Алекса Чанг. И очень доступно по цене, и мне очень нравится бренд. То есть она прям делает А мне нет прикольные ничего вещи. от нее. Так он появился недавно в ЦУМе. Мне кажется, раньше не было. Ну, какие-то, знаешь, бывают. Вот ты захотела 60-е, купила себе... Да, ну, это средний сегмент. И что мне нравится, что она не зарубает цены, это хорошего качества все. Сейчас посмотрим, сколько это стоит, конечно. Пинджак. 36 тысяч. Но это нужно обладать Не в какой-то таком формате, очень согласна. вкусом и телом, чтобы такое носить. Но это такой старый бальман. Старый бальман, да, есть что-то. Self-портрет, кстати. Очень Это массовый. натуральный такой. мех. Ну все, Блин, после Вики, его да, еще что делают? мы сейчас говорили. А я думал, что еще уже А не что, ладно, делают. Фэнди, Гуччи делают. Это, мне кажется, вполне твой стайлак. Это когда ты школьница, но при этом ты модная и блестишь. Мне нравится тебе? Правда? Это платье. Не, это не платье, это платье. корсет. Наташ, это платье. Думаешь? Мы в ЦУМе, в Москве. Платье Это последний платье. шанс? Я люблю девочек и вообще отдельно бы посвятила поход к ним, потому что у них очень творческая атмосфера. Мне нравится. Красиво. Вот это классно. пальто очень круто сидит, я его снимал. Да? Мгм, красиво. Есть такой же белый, а вот же оно. Тут просто освещение что-то плохое. Ванг, One Love. One Love. Ой, Во-первых, а новые новенькое сумки. привезли. Новенькое привезли. Посмотрите, пожалуйста, на А вот мне это нравится. вот. Это же просто шикардос. Сколько Да. стоит? Это 140 тысяч рублей. 40 ты Нельзя- сказал? 100. Ну скажи, что тебе нравится? Мне нравится вот этот очень шарф. Привлек первое мое внимание. Он такой уютный. О, такой мягкий. Ну вот они, Можно, он же, да? Да. Или не мягкий, не очень, да? Ну так. Это была всегда моя мечта. Все, ретроспектива у тебя пошла. Ретроспектива, Что да. это? Мы в Царствие моды. Да, царствие моды. Здесь можно расслабиться и тыкать просто- пальцем в любые стороны. И просто смотреть. Это музей моды. Здесь каждую Ты знал, вещь да? Ты нужно видел? Да, я не просто видела. рассматривать каждую вещь. Да. Просто сюда приходят люди за какими-то, опять-таки, Особенными, да. штучками. Сакай, например, женский. Посмотри, какой Сакай, прекрасный да. бренд. Вот какой красивый Я тренч. знала, что тебе понравится. Я вообще люблю красивые, дорогие, странные вещи. Вот такие. Что у нас здесь? Off-White? Здесь у нас Сакай, это очень... Здесь Жуния Comme des Ватанаме, Камдат, Камна Гарсон. Здесь Акне также представлена. Здесь уже другая, может быть, Walk of Shame из русских брендов. А шапка, кстати, очень классная. Я купил себе сумку у Кельвина квадратную сейчас. Я видела, пришла недавно. И которая сделана из регби мяча. Прикольно. Они с этой Вот это темой. бомба. Я уверен, что они неудобны, да? Нет, они, кстати, удобные. Блин, это раф, и этого больше не будет. Да. Да, вот как тебе такое? Но зато, вот, между прочим, за эти модники по всему миру гоняются. Ты Тебе-то как? Нет, правда, это одни из самых ярких кроссовок, самых знаковых. Вот, если ты обратишь внимание, сейчас поедешь, ты уверен, что кто-то в этом увидишь. Вот смотри, какой гигантский Balenciaga. Балансиага гигантская, Гигантский вообще просто. Мне нравится, Но что при она этом- запахом. но при этом у Вики приятнее материал. Наш производитель. Наши лучше делают.
это специальная селекция прошлых коллекций. Это не полностью винтаж. Винтажом принято называть то, что более 20 лет. Да. А по факту здесь просто есть для охотников и фанатов, ценителей мод, есть какие-то очень Что-то, да? ценные какие-то вещи, которые они не успели купить в прошлых коллекциях. Супер. Мне кажется, можно найти что-то красивое, но тут ты видишь, все такое очень... Это такая подборка, но при этом можно найти и очки, и какие-то интересные просто вышивки. Есть Александр Маквин, времен Александра Маквина. У меня даже были какие-то подобные обувь в детстве. Поэтому, если вы хотите купить что-то как инвестицию архивную, Может быть, да. то, в принципе, можете всегда сюда прийти, потому что здесь как раз-таки вот какие-то такие странные вещи найти и можно. Где же вы их еще возьмете? Все, просто день прошел День удачно. закончился. Очень символично мы стоим на фоне «Я люблю тебя, Москва». Мы только «Я люблю заглянули вот в какие-то небольшие истории, небольшие точечки на карте, Только модной начали. карте Москвы. Да. На самом деле в Москве гораздо больше мест, о которых можно рассказать, но мне кажется, это будет хорошим началом маршрута. Мне приятно проводить так время в Москве. Мне хочется, чтобы и смотрители наши тоже поняли, что в Москве не нужно не бояться, нужно искать. Это большой город, в котором много всяких интересных мест, и мы вам чуть-чуть только показали. И вам, шопинг — это охота, надо охотиться. Да, искать и находить что-то очень особенное. Ребята, мы будем читать ваши комментарии. Гоша, если не будет читать, я ему буду отправлять, он все равно прочитает. Пишите обязательно. Хотите продолжение, пишите в комментариях. Ставьте вот так. Огромное спасибо.